Согласитесь, страшно смотреть на такую кровлю. Или такую. А ведь они вполне могли стать красивыми крышами, если бы не допустили элементарных ошибок. Давайте разберем 11 самых распространенных ошибок при монтаже кровли из металлочерепицы и профлиста. Первое – это неправильный крепеж металлочерепицы и профлиста. Самая распространенная ошибка, по поводу которой до сих пор идут споры, это в какую волну крепить саморезы. Металлочерепица и профлист крепятся как бы решетки в прогиб волны, то есть в нижнюю волну, и надежно прилегают к ней. Современные саморезы с ЕПДМ-прокладкой имеют срок службы, сопоставимый с самим кровельным материалом. До сих пор некоторые утверждают, что крепить нужно именно в верхнюю волну, так как по нижней волне стекает вода, и когда прокладка потрескается, то через дырку будет попадать вода под кровлю. Друзья, даже если прокладка потрескается, то через верхнюю волну она все равно будет туда попадать. А если вы берете нормальные саморезы, то с вашей кровлей ничего не случится. Второе – это неправильно вкрученные саморезы. Из первой ошибки вытекает и вторая. Срок службы самореза сокращается, если его неправильно затянуть. Саморезы не нужно вкручивать слишком туго или слишком слабо. Посмотрите на рисунке, как правильно это делать. Вследствие неправильного монтажа саморезов вы можете испортить ЕПДМ-прокладку, и в будущем у вас будут протечки под кровлей. Третье. Не использовать уплотнитель под коньки. Многие игнорируют такой важный кровельный элемент, как уплотнитель. Он препятствует попаданию снега и влаги в подкровельное пространство. Четвертое. Не использовать ремонтную эмаль. При монтаже металлочерепицы и профлиста на кровлю очень легко допустить механические повреждения. Это могут быть как сколы или царапины. Если не обработать эти повреждения ремонтной эмалью, то в этих местах будет появляться коррозия, которая будет распространяться и дальше по кровле. Ремонтная эмаль выпускается точно под цвет кровельного покрытия. Покрашенные места будут незаметны и защищены. Пятая ошибка – это использовать недостаточное количество саморезов. Правильно использовать 6-8 саморезов на каждый квадратный метр металлочерепицы или профлиста. Шестое – это использование материалов разных производителей. Посмотрите на фотографии, как это неопрятно смотрится. Делайте сразу точные замеры, чтобы потом не пришлось докупать материал. Тем более не делайте это у разных производителей металлочерепицы и профлиста. Хоть цвета и называются одинаково у разных заводов, но их оттенок может сильно отличаться друг от друга. Поэтому, если не хотите разноцветную кровлю, то покупайте в одном месте и желательно из одной партии. Седьмое. Не использовать гидроизоляцию. Если не использовать гидроизоляцию, то на кровельном покрытии будет скапливаться конденсат, а на стропильную систему попадать влага, что приведет к уменьшению срока службы кровли. Восьмое. Неправильное хранение металлочерепицы и профлиста. Пачки профилей необходимо уложить на ровную поверхность в заводской упаковке, чтобы избежать деформации листа. Если металлочерепица и профлист будут храниться неправильно, то это приведет к деформации листов, и одинаковые размеры гофры не будут попадать друг в друга. Девятое. Использование саморезов и кровли низкого качества. Тут, конечно же, решать вам, экономить на своей крыше или нет, но от качества кровли зависит ее срок службы. Поэтому дважды подумайте, прежде чем экономить на кровле, и решите, вам нужна надежная кровля или дешевая. Десятое. Передвигайтесь по своей кровле только по нижней волне и с мягкой подошвой, чтобы не повредить ее. Не самое приятное зрелище, когда вы потратите большую сумму денег на красивую черепицу или профлист, а она вся помята. 11. Не использовать доборные элементы. Такие доборные элементы кровли, как торцевая планка, планка угла наружного и так далее, обеспечивают правильную герметичность кровли и защищают ее от попадания влаги. Если вы решите сэкономить на доборных элементах, то срок службы вашей кровли заметно сократится. В конце этого ролика будет ссылка на другой видеоролик, в котором мы рассказали, какие бывают доборные элементы и для чего они нужны. Отправьте это видео своим друзьям, чтобы они не допустили такие же элементарные ошибки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Пока!